Сегодня предлагаю испечь хлеб столовый по ГОСТу. Хлеб столовый вырабатывается из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной второго сорта 50 на 50%. Хлеб вырабатывается подовым или формовым массой более 500 грамм. Тесто готовят на заквасках, на густой, на жидкой без заварки, на жидкой с заваркой или на КМКЗ. Мы сегодня приготовим хлеб на густой закваске без заварки. Закваску мы поставим с вечера. Несмотря на то, что по ГОСТовской рецептуре закваска ставится за 3-4 часа до внесения в тесто, мои замеры показывают, что в домашних условиях этого времени совершенно недостаточно для того, чтобы достичь необходимой кислотности. Поэтому мы ставим ее с вечера. На следующий день замесим тесто. Так как в состав теста входит большое количество ржаной муки, а именно 50%, замес должен производиться на самой низкой скорости. Воду регулируем по влагоемкости муки. В моем случае влажность теста составила около 60%. Хлеб столовый до распада СССР являлся, по сути, главным серым хлебом советского общепита. Его рецепт был разработан на 8-м московском хлебозаводе. Разработчики хотели добиться того, чтобы новый хлеб был универсальным, то есть чтобы его с равным успехом можно было бы подавать как к обеду, так и к чаю. И это им удалось. В январе 1966 года на заводе прошли пробные выпечки. Новый сорт показал себя с самой лучшей стороны. При этом он не требовал перестройки производства и какого-то особого оборудования. А уже через месяц завод почти целиком перешел на выпуск столового хлеба. Как рассказывали сотрудники, сотни писем приходили тогда от коллег со всего Советского Союза и даже из стран Варшавского блока. Люди спрашивали: «Расскажите, как вы делаете ваш хлеб?» Сегодня мы это знаем и можем с успехом повторить этот прекрасный и универсальный рецепт советского хлеба. По ГОСТу продолжительность расстойки составляет 35-55 минут в зависимости от массы тестовых заготовок и условий расстойки. В моем случае я расставила 55 минут, так как расстойка хлеба должна быть полной. Перед выпечкой тестовые заготовки рекомендуется накалывать. Выпечка в течение примерно 50 минут при температуре 250 градусов первые 15 минут и затем остаток времени при температуре 190 градусов. В первые 5 минут нужно подать пар. При выходе из печи заготовку можно обрызгать водой из пульверизатора для придания корочке дополнительного глянца. Как и любой хлеб, в котором в большом количестве содержится ржаная мука, желательно оставить на созревание на несколько часов, на 6-8 часов. Я в моем случае оставила хлеб до следующего дня, завернув его в кухонное полотенце. По ГОСТу окраска у хлеба должна быть от светло-коричневой до темно-коричневой, без подгорелости. Мякиш хорошо пропеченный, не липкий и не влажный на ощупь. Пористость хорошо развитая, без пустот
и признаков закала. Как мы видим, мякиш эластичный, и после легкого надавливания пальцами мякиш принимает первоначальную форму. Если вы нашли это видео полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!